Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Лев. Второй прогноз на декаду, на 10 дней. Узнай будущее. Что или кто спешит в вашу жизнь? Давайте заглянем в это будущее с 1 по 10 июня. С чем это будет связано? Что будет меняться с первых дней июня? И, конечно, останемся реалистами. Жизнь не бывает полностью предсказуема. А любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Но может прояснить, понять то, что в вашей душе формирует какую-то проблему или вопрос. Вот давайте раскроем с позиции метафору карт. У нас сегодня две колоды, и первая это у нас колода Ленорман. Мы не задаем вопросы, а позволим картам раскрыть ту палитру событий, как они это себе представляют. В целом, доброе время июня. И я вас хочу пригласить на свой сайт. Оставлю ссылки даже в описании под видео. Есть и астрологический прогноз на июнь, и есть еще вторая статья «События до конца 2025 года». Так вот, во многом определять события, или мы сами, с чем мы определимся, в июне и июле. И, кстати, энергии разные, июнь и июль. Это вот в статье до конца года, которые события прорисованы, да, я об этом пишу. Важно будет с чем-то определиться, или даже прояснить, я бы сказала, куда я иду. Вот задать себе этот вопрос. Итак, давайте узнаем, что же спешит в вашу жизнь. Или какие события, может быть, буквально как на пороге начала июня. События будущего для вас. С чем это может быть связано? Дополним колодой Таро. И первая карта Таро – неожиданность. Что там за неожиданности? С чем это связано? Что откроется, может быть? И вторая карта, что прояснится? Может быть, это и произойдет какое-то само по себе действие, или вы получите какую-то информацию. Третья карта. В чем ваша фортуна? В чем вам везет? В чем ваша сила? Или что исполнится, что вам помогает? По основным сферам жизни – дела, работа, бизнес, ваши какие-то задумки, честолюбивые планы. У кого-то учеба, у кого-то документы, энергия денег, финансы, энергия любви, мои дорогие, и личная жизнь. Что ж там для львов приготовили карты? А вот смотрите, тем не менее, любовная история. Хотя я такое допускаю, что это может быть, знаете, какой-то активный период, когда работа, дом, дом, работа, ну... И тем не менее вам это будет нравиться, потому что это очень добрый аркан, который говорит, с одной стороны, и о перемещениях, потому что это может выражаться вот, да, вот в этой фразе «работа-дом», когда для кого-то, пусть не для всех, либо та работа, которая на каком-то расстоянии, может быть, работа с командировками, или в каком-то новом графике, или, может быть, в новом офисе, или вы планируете, или релокация офиса планируется в целом в организации, где вы работаете. Какие-то подвижки и на работе у вас могут быть, и в то же время доброй энергии дома. Вот самая разная палитра. А для кого-то из вас это может быть личная жизнь или отношения на расстоянии, контакты с человеком на расстоянии, когда вы намереваетесь проживать вместе. Ну, может быть, это расстояние и не расстояние вовсе, но вы, к примеру, встречаетесь, дружите. И я так вижу, что все-таки кто-то к вам будет, мои дорогие львы, но уделять вам либо знаки внимания, конечно, это больше девочек касается, какие-то, может быть, и комплименты, приятности, но и вы сами, вы будете привлекать людей. Я такое могу предположить с учетом астрологических тенденций. А для вас, мои дорогие мужчины, может быть, есть какая-то важная женщина. Может быть, это и новое знакомство. Вы встретите какого-то человека случайно. И просто это начинается с какого-то интереса, но вас тогда это вдохновляет. Добрые энергии, правда, спешат в вашу жизнь. Как и по дому, так и по работе. Ну, точно. Вот про женщину для мужчин, так это факт. Конечно, это может быть возлюбленная, любовь, да. А может быть и, ну, знаете, с позиции «меня зацепило». Это я имею в виду про мужчин. Какая-то персона, которая, ну, либо не похожа на всех,
либо она чем-то вас очень привлекает. Хотя, конечно, это может быть ваша мама или руководитель проекта. Мои дорогие девочки, это вы сами. Это ваша харизма, это ваша энергетика и ваши планы на будущее. В какой-то единый узор в начале июня месяца вы будете объединять и сопоставлять работу и дом. Вот может быть и так. Вполне вероятно, знаете, это какая-то просто история любви, особенно для людей в паре. Значит, здесь могут быть подвижки даже в каком варианте. Ну, допустим, пусть вы семья, и пусть вы, или пара, и уже продолжительное количество времени. Но, видимо, либо у вашей любимой женщины там какие-то изменения могут быть на работе, или, если меня смотрят девочки, это значит, вам действительно придется совмещать и работу, и дом, и какие-то свои амбициозные планы. И ни в коем случае нельзя себе поставить какой-то, знаете, шаблон, что нет, сначала у меня вот эти дела, а потом вот те по работе, например. Тут могут быть, как знаете, добрые энергии в отношении именно и любовной истории, или личной жизни. Но и нельзя оставить без внимания ваше продвижение, ну или, может быть, построение карьеры. Правда, придется что-то совмещать, вот нечего сказать. Что же спешит еще в вашу жизнь? Но опять же, все то, что я сказала, карта-развилка, это куда мне? Да или нет, направо или налево, а прямо не пойдешь. Нет тропинки. И вы знаете, вы можете даже ощущать, словно какая-то веха в вашей жизни осталась за спиной, за плечами, что-то завершилось. И вот теперь вам нужно определяться. И может быть, и правда, и придется еще и определяться. Либо по личной жизни, либо по работе. Как и в личной жизни могут быть какие-то предложения, новости, свежие контакты, познакомиться, почему нет, у каждого по-своему. Ну и по работе тут тоже может быть такой выбор Его Величества, когда и одно, и второе привлекательно. И в то же время, может быть, вот эта личная жизнь, это как уже третий даже пункт будет. Но какое-то Соломоново решение вам придется, мои дорогие львы и львицы, принимать. Давайте узнаем события будущего. Вообще, корабль – это исполнение желания. Правда? А еще это работа с большим объемом информации, с большим объемом, количеством, точнее, людей. И для кого-то это перемещение. Все то, что я сказала по предыдущим, начиная с первой карты, последующие просто подтверждают и немножко раскрывают, чего это может касаться. Так вот, кто-то из вас может даже начать учить языки, потому что необходимо для работы. Или пусть это не необходимость для работы, а это лично для вас. Какая-то задумка, дело, цель, намерение. И вы понимаете, не хватает знаний. Мы учимся. Один из символов Меркурия. Поэтому это какие-то возможности, мои дорогие, у вас могут открыться. И важно будет не упустить. Правда, вам придется тут что-то согласовывать. Или сказать себе сначала вот одно, потом второе, потом третье. Нет, тут нужно сложить в какой-то единый пазл возможности. Ну, как минимум 4 возможности, или 3, да, если мы говорим, это личная карта для кого-то из вас. Но это добрые энергии июня пытаются, спешат в вашу жизнь. Ну, просто, конечно, у каждого из нас свой приоритет интересов. Давайте откроем карту «Неожиданность». Паш чаш, хорошее настроение. Какой-то, может быть, и проект такой завораживающий. Нам хочется этим заниматься. Комплименты для вас, мои дорогие девочки. А для вас, мои дорогие мужчины, пусть Паш, мы все же смотрим архетип карты. Может быть, новое знакомство. Или человек, который моложе вас, и вы даже могли ни о чем подобном раньше не думать. А здесь вот правда зацепило, может быть, такой момент. Хотя я где-то допускаю и для девушек, для женщин какие-то контакты тоже новые, когда, ну, вроде как задачи стояли другие, а здесь происходит это самое знакомство. Но это карта вдохновения и карта обучения, хотя это может быть еще и связано с какой-то новостью, как у кого-то и признание в любви, но у кого-то это та добрая новость, которая вас просто и вдохновляет, и не просто окрыляет, а, знаете, силы придает. Поэтому добрая энергия, правда, как неожиданность.
Тут и так, как вы, ну, более чем благополучно, я бы сказала, по 4 картам. Но, или даже если есть какая-то брешь, или какой-то нерешенный вопрос, тут именно само добро, душевное тепло спешит в вашу жизнь, мои дорогие львы. Важно будет от этого не закрыться, и в неожиданностях, если вы что-то подобное прочувствуете, обязательно постарайтесь с этим провзаимодействовать. Может быть, это в лице какого-то человека, может быть, это какая-то новость, но обязательно это нужно переложить на свою жизнь. Для вас в неожиданностях будет очень важно вдохновиться каким-то моментом или отрезком жизни. Давайте узнаем. Вторая карта. Что же у вас там прояснится? А вот по поводу будущего какая-то ситуация прояснится. Что интересно. Тут, правда, это может прийти с новостью или с каким-то предложением, может быть, и по работе. Для кого-то из вас это прояснится с тем, как неожиданно вам предложат, может быть, участвовать в каком-то проекте. Или совершить куда-то командировку, или куда-то поездку, или какие-то новые грани сотрудничества. 2 корабля, тут ведь именно корабль. И это всегда, когда расширяются наши горизонты видения, горизонты возможностей. И это добрая карта, когда, словно прежде, мы были между двумя вот этих жезлов. Или был какой-то стопор в нашей жизни. Ну, пауза до бесконечности. Не могли мы тут ни вправо, ни влево, словно ходили от одного жезла к другому. Все, это теперь за плечами, за спиной. И человек берет в руку уже этот 3-й жезл, и он готов идти вперед. А карта нам прорисовывает еще как бы персону, которая вроде бы, да, стоит. Вроде бы он не бежит никуда, правда, нет передвижения. Так вот для чего? Вот это кратковременная пауза. А для того, чтобы определиться, все ли ты взял с собой, лев, в будущее. Карта будущего для вас предвосхищает какие-то новые открытия, новые контакты, новые связи, новую, может быть, и вид занятости или продолжение вашего, пусть хобби, монетизацию, в сторону монетизации, да, или то, что как ремесло раньше вы занимались, к примеру, ну, потому что вам нравилось, а теперь вы задумаетесь, как дополнительный доход. Все-таки жезлы, дела, работа, бизнес и где-то деньги. Это не просто ради любопытства мы что-то делаем или планируем, а потому что за этим стоит какое-то еще финансовое благополучие. Поэтому вот по всем этим параметрам это будет прояснение. Или вы теперь уже точно знаете, куда вы словно движетесь, чему вы будете отдавать предпочтение. В чем ваша фортуна? Слушайте интуицию, у вас она будет тут работать очень правильно, давая вам правильные подсказки. Ваша фортуна также в вашей привлекательности, мои дорогие девочки, в вашем обаянии, в вашей эмпатии. Для вас, мои дорогие мужчины, в чем ваша фортуна? Да, интуицию тоже следует слушать и избегать мест скопления людей. Ну, наверное, это для всех. Для вас даже фортуна может крыться там, где вам что-то непонятно. Вот смотрите, карта будущего. Поэтому тут ведь нет конкретных ориентиров, правда, по карте? И тем не менее, что вам помогает, в чем ваша сила? По карте Луна это 1000 неопределенностей. Когда вы не откажетесь от этих неопределенностей, не скажете, что нет, тут мне вообще все зыбко непонятно, и не буду я этим заниматься. Мне нужно видеть какой-то конкретный тезис-план с просчетом, может быть, материальным. Вот это было бы ошибочно отказаться, а именно, может быть, сделать шаг в сторону будущего, даже если пока вы что-то не можете предвидеть и просчитать. И, кстати, про интуицию. Слушайте подсказки собственного 6-го чувства. Часто ведь бывает в нашей жизни, что какое-то дело или предложение, или пусть это даже наша задумка, поначалу, ну, вот так ни шатка, ни валка, или невозможно просчитать, невозможно предвидеть, какие последующие шаги нам придется осуществить, а все равно идти вперед. Пройти словно между, да, между, всегда ведь Луна имеет как 2 колонны, да, и вот этот, ну, тут нам буквально показан как краб, а чаще это жук-скоробей, который не разделяет что-то или не отдает чему-то предпочтение, а словно объединяет или может пройти вот среди 1000 неопределенностей.
как будто между двух колонн или между двух каких-то, ну, как олицетворение светлого или чего-то темного, явного или тайного, а именно понимая, что еще впереди тысячи неопределенностей, но я иду вперед. Но это искусство мелких шагов. Это вам буквально будет помогать, мои дорогие. В этом фортуна. Но фортуна и еще и в том, в чем вы отчетливо чего-то не видите. Карта будущего. Не бойся шагнуть вперед. Старший аркан. Тут словно высшие силы будут помогать. Но будьте внимательны. Потому что когда мы не ставим перед собой жестких рамок, какого-то жесткого шаблона, когда мы не действуем прежними методами, это все то, что вам будет помогать. Какая-то перезагрузка. Научиться, может быть, плавать вот так, в темных водах, да, при луне. Вот что-то подобное, но в этом ваша фортуна. Дела, работа, бизнес. Еще один паш, правда? Обучение и жезлы. Это как раз и про работу, и про документы, и про обучение. Я вот вижу, что вы как будто либо осваиваете новую специальность, или какой-то, пусть ваша даже работа, у кого-то курсы, или пусть вы онлайн учитесь, или сами добываете какую-то информацию, чтобы прояснить вопрос, может быть, по части документов, или это вам необходимо для работы, это вам необходимо для заработков, может быть. И вы, правда, в эти 10 дней будете заниматься тем, что вам нравится, вдохновляет, а главное, 2 пажа. Да, мы учимся, но ведь это 2 прогресса, поэтому, мои дорогие львы и львицы, прогресс может быть как и по личной жизни, неожиданно, но точно так же, хотя я не могу сказать, что это неожиданно, и где-то мы можем даже стоять перед выбором по пажу жезлов, это точно. Так вот, что-то подобное может проиграться по работе тоже, или по сфере вашей занятости. Словно новые горизонты вас зовут, мои дорогие. Правда, тут может быть, знаете, как и приток жизненных сил, как обновление, да, паш нам всегда приносит жизненную активность, бодрость, где-то улучшение самочувствия. Мы чем-то вдохновлены. Нам тут и море по колено, но вот тут вот надо быть аккуратным, да, искусство мелких шагов, как я сказала. Но какая-то перезагрузка и новый жизненный этап. Вот нам об этом говорят. Хотя это может быть еще и новость. Но где-то мы об этом говорили. Информация, сообщение, может быть, и получение какого-то документа. Так вот тоже может означать некоторый старт в будущее. Но вы уже одной ногой в этом будущем, мои дорогие львы и львицы. И правда, не оглядывайся назад, тебе отсюда только вперед. Энергия денег. Вам придется что-то объединять. 2 мечей где-то говорит, что и по Луне мы с вами говорили, да, есть дуальность в этих 2 картах. Здесь не нужно от чего-то отказаться или выбрать один приоритет, а может быть вот эта развилка не когда да и нет, а когда одновременно 2 да. Или, может быть, даже так, когда 2 нет. Я такое могу допустить. Но это значит, есть какая-то третья идея, сторона. Хотя тут больше нам говорят, словно играй. Ведь пажам соответствуют, ну, некоторые элементы игры, потому что это еще где-то незрелость. И мы, начиная что-либо, мы тоже вдохновлены, это да. А опыта у нас еще пока маловато. И вот у пажей опыта маловато. Но, наверное, вот это вдохновение творить чудеса. А главное, знаете, мы словно как во власти увлечений. Нам хочется этим заниматься. Нам хочется это исследовать. Нам хочется это продолжать. Как и личная жизнь, или пусть это творчество, так и все то, что касается обучения, дела, работы, бизнес, или откуда к вам приходят деньги. Ну вот, видимо, деньги-то как раз они и лежат, когда вы сумеете, возможно, объединить у кого-то 2 работы, может быть, работать, наверное, придется много, правда, занятость какая-то. Я где-то озвучила так по кораблю, как и много информации, так и большой объем, количество, точнее, людей. Какая-то многозадачность иногда проходит вот по аркану корабль. Но это нам все во благо, расширяются горизонты, опять же, возможности. Значит, настанет тот период, когда вы будете, может быть, делать этот самый выбор. Но вот даже если так все совместить,
то, что выпало на оракуле, и то, что вам выпадает второе. Может быть, это вы чувствуете себя словно на развилке, а по сути это дело для большинства из вас и не совсем может быть развилка. Тут эта карта вам хочет сказать, что прежний жизненный этап закончился, но теперь задача объединить ваши какие-то намерения и цели в единый узор, чтобы от этого оттолкнуться. Но, знаете, единственное по финансам мы можем где-то расценивать как предупреждение. Не замечтаться. Или если мы выбираем какое-то направление, может быть, действительно вынуждены по работе делать выбор, то тогда нужно не думать, например, что пройдет какое-то время и человек откликнется. Или если вам что-то пообещали, то обязательно благородные люди поступят правильно, грамотно и сдержат свое обещание. Нет, все-таки по двойке мечей мы должны устранить какую-то двойственность. Есть такой момент. В каком плане? Если говорят, прояви себя, а потом мы тебе заплатим, да? Или выполни какую-то работу, а вот потом мы подумаем, даже не то, что заплатим. Вот вы знаете, какие-то риски вы все-таки, мои дорогие львы и львицы, по финансам должны свести к нулю. Быть более расчетливым, что ли, видимо, в эту декаду. Энергия любви, рыцарь мечей. Ну, вообще класс, ни разу не про любовь. Ну и правда, все то, что мы с вами где-то рассматривали по картам, хотя нам сказали, что как раз история любви-то и может быть, или какое-то даже новое знакомство. Я могу сказать, в отношении нового знакомства вам может захотеться с рыцарем мечей быстрее прояснить, найти информацию какую-то о человеке. И вы будете заняты, может быть, ну, где-то расспрашивать, как сарафанное радио, или в интернете, что вполне вероятно, искать информацию. Мы можем многое найти о человеке тоже. По этой карте вы можете с кем-то познакомиться, и ваше знакомство начнется с конфликта. Вы, мои дорогие, можете сами куда-то отправиться как проверяющий, и там тоже у вас какие-то могут быть новые контакты, связи. Но все же, если мы говорим про любовь, по рыцарю мечей со знаком плюс, когда мы ищем правду, истину, и мы ее находим. Поэтому я так вижу, что что-то вы захотите прояснять. Ну, может быть, это для, к примеру, для тех, кто в паре. Вы хотите прояснить, как оформить тот или иной документ. Или вы собираетесь переезжать, и вам тут тоже нужно расставить некоторые позиции, как все по местам, навести больше порядка, какой-то уклад новый отстроить в своей жизни. И тут не про мечты тогда будет, а тут конкретное, может быть, как распорядок дня. Вот, к примеру, так. Ну, давайте мы достанем дополнительные карты. Кто-то из вас может и пойти на конфликт. Все-таки есть такое значение, пусть не в этой колоде, бунтарь без причины. И тогда ведь нам говорят уже, ты тут с эмоциями будь аккуратен. Мы говорили с вами об этом. Энергия любви для львов. Умеренность. Но это все то, что я говорила. Это карта, которая призывает нас самим себе не навредить. И быть внимательным. То, знаете, могут быть как не случайные случайности. Правильно взаимодействовать с конкретными людьми. Может быть, вот вверху как раз аркан Луна. Мы можем себе что-то надумать. Или представлять конкретного человека, ну, как-то по-своему. Но явно мы его еще пока не видим, вверху Луна. Нам человек может казаться каким-то, ну, таким конфронтационным, да, который нас вызывает на конфликт. Или цепляет нас, цепляется знаком минус. И мы могли сложить, ну, такое негативное мнение о нем. А на самом деле мы его просто хорошо не знаем. Мы ведь тоже не знаем историю жизни человека, да, и мы все люди, время от времени мы находимся в тех или иных эмоциях. И вот смотрите, у вас 2 старших аркана выпадает. Не торопись с выводами, нам говорят. И правда, возможности вскрываются для вас в тени. Я говорила, да, это ведь позиция, как в чем ваша фортуна. И вот эта тень, да, или вот эти темные воды. Где-то эти возможности могут скрываться как и по работе, так и по взаимодействию с окружающими, с вашим социумом и также в личной жизни. Не будьте, знаете, как
словно очень решительным, или не время выносить какие-то вердикты, не время от чего-то отказываться. Может быть, и еще вот раз, в очередной раз повторяю, потому что здесь еще что-то не предопределено раз, и более того, первое мнение может быть ошибочно или о деле, или о человеке. Что же это еще для вас? Любовь, энергия любви. Но карта сила. Вот больше не тяну. Смотрите, у вас 3 старших аркана. Да, может быть, жизнь потемки, да? Или возможности скрываются в тени. Но тогда еще это предстоит узнать. И карта старший аркан сила. Конкретно лев. Лев – прообраз нашего эго. Эмоции будут рваться наружу. И вы можете какими-то поспешными вердиктами себе навредить. Или поспешными принятием решений в отношении конкретных либо людей, либо человека близкого, либо вашего социума. Вот правда, ведь карта сила больше на дипломатию настроена. Когда мы вот этого льва внутри себя самого на коротком поводке держим. Это правда, чтобы он нам не помешал. И ведь вот это прекрасное дело. Мне очень нравится эта колода Таро Арканом. Обратите внимание. Она словно его обняла. Мы сами должны быть добрыми друзьями в своей собственной душе, мои дорогие львы и львицы, чтобы вот это эго, оно нам, правда, не мешало. И, может быть, вы столкнетесь где-то с таким сложным вопросом, когда действительно эмоции рвутся наружу, или с людьми с дурным характером, бунтарь без причины, тоже может быть такое, почему нет? И тогда надо себя уговорить, сказать: мой дорогой лев, ну ты тут не можешь изменить человека, ты не можешь изменить ситуацию. Давай мы с тобой перейдем вот этот узкий отрезок жизни как-то спокойно, более с таким душевным балансом, и будем добрее к самим себе. Да? Вот можно так, такой внутренний какой-то диалог построить, и вам тогда больше сил будет. Вы укрепляете собственную силу, ведь действительно у вас время возможностей наступает. Но как это могут быть и какие-то внезапности или возможности в тени, так это могут быть и неожиданные предложения. Поэтому никогда не говори «никогда». Тут еще и Его Величество случай тоже вам помогает. И поэтому вот эта умеренность, спокойствие вам помогает сделать правильные выводы и не совершить ошибки. Как и в личной жизни, так и, может быть, взаимодействуя с людьми. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые львы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.